3 года назад я решила попробовать себя в репетиторстве. Это была моя первая подработка, и мне тогда было 16 лет. Дочка моей знакомой собиралась в 1 класс, и ее семья решила сразу найти репетитора по английскому языку, чтобы ей было проще осваивать его по школьной программе. Я помню то волнение, которое я преодолевала во время наших первых занятий с моей ученицей Настей. Оно было связано с огромной ответственностью, ведь первые впечатления учитель влияют на восприятие самого предмета. А мне очень хотелось, чтобы Настя полюбила английский язык. Конечно, у меня были сомнения о том, что я недостаточно опытна как преподаватель или что я не смогу найти общий язык с ребенком. Однако уже спустя 2 недели мы с Настей отлично сладили, и она выучила алфавит и много новых слов. Тогда я поняла, что важно твое желание работать и усилия для этого, и отсутствие опыта не страшно, он придет со временем. Мой первый репетитор по английскому языку, Анастасия Леонидовна, тоже не была квалифицированным преподавателем иностранного языка. Однако именно благодаря ее знаниям и той теплой атмосфере во время наших занятий я смогла освоить школьную программу по английскому языку за 2,5 года и узнать много интересного. Помимо подготовки к экзаменам, на занятиях мы переводили тексты популярных песен, смотрели отрывки из фильмов и сериалов и просто общались на английском на разные темы. Я считаю, что большую роль сыграла незначительная разница в возрасте, именно благодаря которой мы могли общаться на такие темы, как современные исполнители, поп-культура, концерты, и у нас в целом сходили взгляды на жизнь. Она вдохновила меня на то, что не обязательно быть квалифицированным специалистом, чтобы передать свои знания. Важно уметь заинтересовать, необычно преподнести материал, чтобы он легко запомнился. Затем я продолжила репетиторствовать только уже со старшеклассниками. Я занималась с ребятами 9 и 11 классов и готовила их к экзаменам по английскому и русскому языку. У меня хорошая языковая база, и я сама сдала экзамены по этим предметам на 94 и 95 баллов. Большую роль также сыграло отсутствие большой разницы в возрасте. Поэтому мы могли легче находить общий язык и разряжать атмосферу во время начала занятий. После того, как я поступила в университет моей мечты, я задумалась о том, что нужно начать искать подработку или стажировку по специальности. Наш поток на рекламе и связях с общественностью увеличился в 3 раза по сравнению с предыдущим годом. И это совершенно точно скажется на рынке труда после того, как мы окончим университет. Тогда я поняла, что не имею ни малейшего представления о том, где мне найти подработку. И весной к нам в университет приехали сотрудники центра «Моя карьера», чтобы рассказать об актуальных направлениях на рынке труда и представить свою новую программу «Код карьеры». На ней нам объяснили, как правильно писать резюме и вести себя на собеседовании. Это оказалось не так уж и сложно, и именно эти навыки помогли мне найти подработку по моей специальности. Весь мой опыт помог мне избежать так называемый синдром самозванца. Это беспричинное чувство неуверенности в себе. И нет того уровня успеха, при котором это чувство полностью исчезает. Человек может написать много книг и получить много заслуженных наград, но все равно будет сомневаться в их заслуженности. Даже Альберт Эйнштейн иногда называл себя невольным мошенником, считая, что его труды недостойны столь пристального внимания. Я часто замечаю этот страх среди ровесников и среди более взрослых знакомых. Если вы постоянно ходите на тренинги и собираете сертификаты, чтобы что-то начать, если вы считаете, что попросить о помощи – это показатель вашей несостоятельности, если вы постоянно сравниваете себя с успешными людьми и всегда не в свою пользу, то задумайтесь об этом. Я не психолог, чтобы давать советы о том, как побороть этот страх, но мне кажется, что это навязанный сценарий, который мы можем остановить для следующих поколений. Не учите детей сравнивать себя с другими. А вот Маша отличница. Посмотри, как Миша хорошо себя ведет. Многие в твоем возрасте уже зарабатывают и помогают родителям. Старайтесь поддерживать увлечение детей и их зарождающуюся уверенность. Я очень благодарна родителям, что они не сказали мне: «Да какой из тебя репетитор? Тебе еще самой репетитор нужен». И, конечно, работайте над собой. Вы талантливы, вы способны, и вы на своем месте.